Всем большой привет. Я думаю, нужно сделать какие-то комментарии, дать пояснения по тир-листу. И это нужно для того, чтобы у начинающих игроков было какое-то понимание того, что здесь вообще происходит на этой картинке, почему именно все так расположено. Вот. И чтобы не было, например, мне прям очень понравилась ситуация, которую мне вот описали. Вот, например, если новенький, он откроет того же самого там, к примеру, взять, ну, баварца, да, и он будет потом думать, а что, почему он в отличности, он там вообще не наваливает, урона не дает и так далее. И здесь, в принципе, можно все поделить на, скажем так, ну, на два блока, да. То есть первый блок это отлично, хорошо, и второй блок вот он идет плохо, средне. Ну и понятное дело, что ненужных героев их нет. В принципе-то их нужно открывать всех. Вот, и все это нужно для того, чтобы у нас аккаунт становился намного сильнее за счет того, что мы их открываем, прокачиваем, глобальное усиление на уровнях, плюс открытие кузницы, глобальное усиление, это третья звездочка. И не стоит упускать их также из виду. Это я говорю про категорию средне и плохо. Но вот на категории отлично и хорошо, я думаю, стоит остановиться чуть-чуть поподробнее. Прям вот буквально в двух-трех словах я расскажу, почему тот или иной герой находится именно вот здесь, вот в этих верхних строчках. Итак, давайте прям вот по порядку. Первый у нас идет часовщица. Почему она в категории отлично? Ну, здесь все просто. Она универсальна, она любимица многих игроков за свою, скажем так, простоту, легкость там вообще, в принципе, просто вот за нее приятно, комфортно играть. У нее и замедление есть, и урон она достаточно неплохой показывает сама по себе. То есть, если ее сравнивать там с начальными вот этими вот героями, которые нам даются по мере прохождения игры, вот эти первоначальные этапы, там огненный маг, ледяной маг, там шаман духов и так далее, то она, конечно, будет на их фоне смотреться намного лучше. Но здесь не забывайте, что здесь действует вот этот принцип, он один за всех и все за одного, поэтому друг без дружки мы как бы с вами будем ни о чем. Поэтому в любом случае все герои, они нужны, даже те, кто находится в категории плохо, вот здесь, внизу. Это я просто вам повторюсь. То есть, часовщица, она же ЦВМ, она у нас способна с вами сделать что? Она там может и кошмар пройти, и обычные сложные главы она без проблем закроет. И в арене там она себя тоже неплохо проявляет. То есть, открывая часовщицу на начальном этапе игры, вы в любом случае очень-очень хорошо себя, скажем так, ускоряете в плане там прохождения. То есть, он намного легче будет. Оракул. Не совсем нравится мне этот герой. Может быть, в силу того, что там четвертая кузница пока что у него. Но был у нас, да и есть, он пока остается в гильдии пример игрока, который с помощью оракула, он в него, скажем так, вложился, прокачал его до 3 звездочек, то есть там 125 уровень он ему сделал. И кузницу он ему поднял до 5 уровня, поставил все на игру от оглушения, от стана, и спокойно со всякими там слабенькими, такими низкими достаточно характеристиками он прошел всю кампанию целиком. То есть он прошел обычные сложные главы плюс кошмар, плюс там на арене у него тоже стало неплохо достаточно получаться. Ну и там он пытался башню, по-моему, проходить. Там уже дальше я подробности не помню. Сейчас он в чате в основном молчит, активности не проявляет. Может быть, я у него потом что-то и спрошу, обсужу с ним эту тему. Ну вот, сейчас, по крайней мере, сказать больше ничего по этой теме я не могу. Вот. То есть, неплохой герой,
Поэтому он, в принципе, сам по себе заслуживает эту строчку, и так же, как и ЦВМ, на начальных этапах игры он будет считаться вот, ну, таким достаточно вот привлекательным для вас вариантом. То же самое касается и третьего героя в этом ряду, изобретатель. Изобретатель, он также хорош во многих смыслах. Он и на боссе может неплохой вариант проявлять себя, там показывать. Хорошие цифры он выдает. Но опять же, здесь это все со временем к вам придет, потому что он очень требовательный, ему нужна прокачка кузницы, ему нужно очень-очень много урона, очень много усилений и так далее. Но находясь на начальных этапах игры, естественно, у вас могут возникнуть вопросы, а что такое, почему отлично и так далее. Но, естественно, он справится с обычными и сложными главами. В кошмаре вам будет за него играть тяжеловато, потому что это, в принципе, не его конек на ранних таких вот, на ранних аккаунтах, у которых пока еще маловато урона и там куча палок не открыта, которые нужны. Но все равно, как мы видим, герой неплохой, он и в ПВП себя неплохо показывает, поэтому общее вот мнение коллектива решило отправить его именно сюда, и в принципе это заслуженно. Дед Мороз, он сам по себе у нас нужен для добычи ресурсов, это монеты, ключи, сферы и так далее. То есть здесь он у нас по полезности, скажем так, идет как добытчик, и не зря он это место здесь занимает. Дальше. Темный паладин. Во-первых, это глобальное усиление, это кузница, которая дает нам увеличение урона. Умножитель вот этот редкий, который 1-1, там их в игре, вот не помню, по-моему, три героя из тех, у кого он есть, кого мы с вами можем достать. И если я не ошибаюсь, я, конечно, по-моему, могу ошибаться, что вот у какого-то из героев, у кого-то из вселенной аватаров, по-моему, у кого-то тоже 1-1 есть. Ладно, давайте тогда сделаем так, что вот 1-1 у нас у трех героев. Это темный паладин, это ассасин и это гоплит. И вот здесь не совсем понятно, почему гоплит у нас ушел в категорию средний. То есть я считаю, что это незаслуженно. Он как минимум должен быть на категории... На категории хорошо. Я только сейчас обратил внимание, что не тот тир-лист я открыл. Ну, в принципе, ладно, потому что в новом тир-листе Син находится вот здесь, он наверху. Ладно, ничего страшного в этом нет, в принципе, можно это пережить. Вот, и сам по себе темный паладин, вернемся к нему. То есть у него, во-первых, кузница, которая бустит ваш аккаунт за счет увеличения урона. Во-вторых, сам по себе он неплохо справляется с режимом кошмара. Я за него проходил, мне было легко, я там кузницу 5 уровня ему сделал, и мне нравилось то, что он и замораживает, и замедляет, и броня у него какая-никакая есть. Поэтому, в принципе, также считаю, что его местонахождение здесь, оно вполне заслужено. Роза, вот тоже, вот, ну, непонятно, многие игроки ее хвалят, говорят, что она неплохо справляется с ареной, неплохо справляется она в ПВП. Есть там один такой немножко дурной аккаунт, который гуляет в этом режиме, где вот Роза, там, по-моему, она что-то 5 или 6 биллионов у нее мощности. Ну, мощность, конечно, смысла нет на это смотреть. Ну, вот кто-то играет в ПВП за нее, и, скорее всего, это неплохо у него получается. Вот. Ну, Роза сама по себе, она... Не могу сказать, что она плохая, там она неплохая. Ну, здесь, конечно, вопрос. Ну, не знаю, почему ее сюда поставили, но, видимо, вот, может быть, не до конца раскрыл я ее. Может быть, что-то, какие-то моменты в игре я еще пока не понимаю. Скорее всего, это так и есть, поэтому нужно разбираться, нужно тестировать, нужно смотреть. И, в принципе, открывая Розу, вы ничего не теряете. То есть каждый открытый герой, он сам по себе хорош. Так,
Дальше. Ну, заяц, тут все понятно. Он у нас прекрасен в нанесении урона по боссу и также неплохо себя проявляет на событии гильдии. То есть вот это ежедневное событие, которое мы с вами бегаем, кроме четверга. В этом событии кролик у вас покажет наиболее лучший результат по сравнению с другими. Но есть также небольшие исключения, которые я постараюсь не забыть здесь подсветить. Вождь. Вот вождь это вот тот самый герой, который вводит в заблуждение многих игроков. Особенно тех игроков, которые только-только начинают играть. Вождь, он нужен, он необходим, его нужно обязательно прокачивать. Очень много сил, средств, времени, ресурсов и так далее нужно в него вложить. И очень много будет ждать вас разочарования в тот момент, когда вы сделаете ему, например, 3 звезды, прокачаете ему кузницу, до 5 уровня, и вы будете на нем пытаться что-то сделать, там, проходить кампанию, там, или кошмар бегать, и у вас не будет получаться. Это все результат того, что вы вот поначитались, понаслушались, понасмотрелись про этого вождя, и, соответственно, у вас сложилось мнение о том, что этот герой, вот он просто вот, ну вот самый-самый лучший. Нет, это не так. Самого лучшего героя, по большому счету, его нет. Вот эта пачка, вот этот вообще, в принципе, весь вот этот блок отлично и хорошо, это вот те самые герои, без которых, ну, еще гоплита надо сюда поднять. Вот, это те самые герои, без которых, в принципе, самый такой вот, ну, идеальный аккаунт, он не может просто существовать. Вот, поэтому учитывайте все вот эти моменты, все вот эти нюансы, то есть один за всех и все за одного. Сам по себе он ничего не сможет сделать, то есть вам нужно кучу другого всего понаоткрывать, чтобы вождь у вас заиграл. Дальше, друид. Здесь у нас идет уклон на то, чтобы наносить хороший урон по боссу. Отличный урон, да? Если мы с вами зайдем в топ мира и будем просто смотреть статистику на боссе, то большая часть аватарок игроков вы увидите, что стоит именно он. Но опять же, он требует прокачки, он требует много вложений и так далее. То есть учитывайте этот момент. Оборотень тоже идеален. Он у нас для прохождения кошмара. Ребята кошмар проходят в башне. И в принципе-то и... Ну, не могу сказать, что все. Если урон позволяет, то можно играть там в разных режимах. И там арена, и обычные там сложные главы за него проходить, потому что у него там и перезарядка бешеная, и отхил, то есть у него живучесть на высоте. Но, конечно же, в первую очередь он у нас ориентирован под башню. И за счет своего отхила, за счет своих вот этих вот скиллов. Астральный маг у нас также является неплохим вариантом для прохождения кошмара, прохождения башни. Ну, естественно, обычные сложные главы, то есть кампанию можно проходить. Вот, и я вот сейчас у меня основной герой, которым я прохожу арену, и проходится она достаточно легко. Многие ребята, которые обращаются, там спрашивают, а как пройти. Если я у них вижу астрального мага, то я рекомендую им попробовать за него. Вот буквально недавно ко мне обратился, ну не ко мне, там в общий чат обратился игрок, говорит, ребят, не могу пройти, не получается, подскажите, что вот можно сделать. И вот он показывает, говорит, вот у меня есть то-то, то-то, то-то. Я ему говорю, берешь от астрального мага вот такой-то вот набор экипировки, там такие-то камни, такую-то сборка, такая-то сборка там на книжки там и так далее. И, соответственно, он говорит, о, я вот максимум проходил до 7 уровня, вот теперь у меня получилось полностью арену закрыть. То есть вот это астральный маг. То есть нужно пробовать, нужно играть, нужно открывать. Щит. Вот, кстати, щит это тот самый герой, который будет актуален у вас на
начальных этапах игры. То есть он вам пригодится, прям очень полезен будет для прохождения, ну, обычных сложных глав, это понятно, и прохождения кошмара. Также он может быть у вас актуален как запасной вариант для прохождения башни. И по большому счету все. То есть потом в какой-то определенный момент щит у вас перестает быть одним из основных. Он у нас уходит на самую, ну не самую, конечно, но просто уходит на верхнюю полку, и мы его толком-то и не трогаем. Баварец. Вот Баварец, с чего все это началось, конечно, весь этот затейник. Баварец, он сам по себе герой примерно такой же, как и Санта. То есть он имеет узкое направление того, чтобы добывать ресурсы. То есть здесь конкретно идет речь про сферы. Если Дед Мороз у нас универсален и там имеет хорошие плюшки в декабре, то Баварец, он у нас вот прям заточен под то, чтобы получать сферы. Те ребята, которые имеют сильный аккаунт, и они хотят... вот у них вот острая нужда стоит в сферах, они стараются закрывать баварцам все, что только можно. То есть там и там кошмар, если новые главы ведут, я видел. Тут же ребята перепрыгивают на баварцев, потому что там в конце хорошая награда идет по кошмару. И, соответственно, они бегут баварцам, лутают сферы и все. То есть, в принципе, им больше ничего и не надо. Но ждать от него какой-то там колоссальный урон здесь этого делать не нужно, потому что этот герой, он направлен именно на фарм. Темный маг у нас прекрасен в событии гильдии. Также он неплох у нас в подземелье. Но, опять же, все требует высокой прокачки кузницы и всего остального. То есть не забываем, да, вот этот принцип мушкетерства. Один за всех и все за одного. Крампус, он у нас также заточен под фарм, под сферы. То есть, ну, некая такая альтернатива баварцу. У кого баварца нет, можно пользоваться крампусом. И наоборот, у кого крампуса нет, то, соответственно, баварец у нас будет идеальным вариантом. Так, много, конечно, времени уходит на разбор. Ну и кого помню. Гоплит у нас поднялся вверх. Также глобальное усиление в 1.1 по урону. Он должен быть у нас вот здесь, вот в этом ряду. Жалко, старый тирлист открыл. Вот. Син у нас тоже должен быть наверху. Глобальное усиление 1.1. Ну и вот здесь уже давайте прям постараюсь очень быстро пробежаться. Это те самые категории, это те самые герои, категория которых она уже, скажем так, ну, не так сильно нужна, как категория отлично, но в любом случае она нужна. То есть вот эти вот две строчки, они у нас дополняют, усиливают вот этот блок. Блок отлично. А вот все, что вот здесь внизу, все, что в категории среднее плохо, они идут в дополнение к вот этим первым двум блокам. Итак, мастер клинков. Он поначалу будет для вас неплохим вариантом для прохождения кампании, для прохождения арены. Там определенная тактика есть, которая позволяет проходить арену именно при игре именно за этого персонажа. И в целом достаточно такой интересный, приятный и комфортно за него играть. Чернокнижник — это один из моих любимых героев. Мне нравилось за него играть, потому что у него и колоссальное там нанесение урона идет, особенно в кошмаре это было видно. Плюс это первый герой, которым я смог закрыть сложную арену полностью. Да, то есть он смог. У него там и голем есть, и у него и замедление, там куча всего. Достаточно такая интересная кузница, поэтому кому интересно, можете видео посмотреть, там все подробно рассказано. Вот, то есть это тот, кто вот вас без каких-либо там проблем самостоятельно выведет вас на полные главы, который сделает вам 390, 390, 321. Варвар — это, вот, на мой взгляд, герой одного режима. Он нам нужен для усиления ярости, то есть это глобальное усиление. И
А, когда будет когда будут проходить события на беготню, то есть там надо будет быстро-быстро бегать, разбивать либо там пугало, тыквы собирать, либо, корзинки надо будет собирать на Пасху, там яйца будут выпадать пасхальные. Вот этот герой, он идеален для этого режима. Он перед собой все там ломает, разносит. Собрали его там в то, что будет у вас чаще стрелять, там чаще выдавать атаку, и, соответственно, вам намного будет проще. Монаха у меня нет, про него толком ничего сказать не могу. Единственное, знаю, что вот он с отталкиванием помогает, то есть он усиливает рыцаря, и, в принципе, ну, насколько я знаю, комфортный герой, там многие за него пытаются играть, у многих это получается. Син, вот это, скажем так, моя ошибка в какой-то степени. М, Прокачан он у меня полностью и целиком, там 5 звезд и по скиллам, 5 звезд и по звездам, ну так совпало, вот так выпало. Ну, прокачал я его до 160-го, конечно, в любом случае рано или поздно нужно будет делать это со всеми. Ну вот я думал почему-то, что вот он просто вот нереально великолепный герой, и вот он будет все подряд разносить. Ну, не совсем так. Если у вас нету ни лепрекона там, ни вот этих вот фарм-героев, вот этих всех остальных, он, в принципе, достаточно неплохой такой вот фарм-герой, если у вас нет никакой альтернативы. То есть вы там идете в 140 уровень, он эти сюрикены швыряет налево и направо на 360 градусов, и достаточно неплохо он живет. Ну, конечно же, конкретно только вот в этом режиме, да. Вот. По боссу он тоже может дать неплохой результат, нанести неплохой урон. И да, в принципе-то и все. В кошмаре там особо он не живет, его там быстро жрут, он там уклонению его это все порезано, там это все не работает, он пытается отстреливаться, у него урон разлетается. Ну вот, по крайней мере, сейчас вот у меня на моем аккаунте, ну, не получается проходить. Не, ну, конечно, можно пройти, но некомфортно. Это неудобно, есть альтернативы куда лучше, и поэтому не будем здесь долго останавливаться. Также не забываем про 1.1. Лепр — это герой для герой для фарма вручную. И также он у нас идет таким добытчиком всего и вся. Ну, в первую очередь, конечно же, это золото. Некромант, некр, он у нас хорош в ПВП. Темная фракция, синдикат. Нет у меня некра. По-моему, это единственный. Нет, не единственный. Один из двух героев, которые у меня не открыты в этой фракции, надо открывать. Будет возможность, я обязательно открою. В ПВП неплохо. Также неплохо себя проявляет в прохождении обычных и сложных глав. Про кошмар ничего сказать не могу, я его толком не изучал, потому что редко он в каких-то там событиях фигурирует, редко он выпадает. И Змеиный Император тоже вот у нас сейчас скоро событие будет, следующие кубики, там будет Змеиный Император и Цветущий Ронин. Вот надо его доставать. Дает урон по отравленным врагам. И, по-моему, бонус в 10% монет у него вроде идет. Ну, не помню, надо смотреть. Вот рыцарь. Заслуженное место. Хороший, бесплатный, даром этот герой вам достается. И он вам поможет проходить кучу там разных режимов. Вплоть до арены, вплоть до ПВП на начальных этапах, когда у вас нету альтернативы. Обычные сложные главы вы 100% на нем пройдете. Даже если вам будет казаться, что он для этого не создан, не будет получаться, то ну, не стоит так думать. То есть это ошибка, потому что в любом случае вы будете там в какой-то момент открывать кого-то еще. Вот, и, соответственно, он у вас вот где-то затеряется, но в определенный момент вы к нему вернетесь. Вы потом поймете, о чем я говорю, поэтому тут, в принципе, он у вас у всех есть, ничего вы не потеряете, он вам поможет. В любом случае, в кошмаре, там и в ПВП, и в закрытии арены и так далее. Ну, гриб, шпенглер,
И жрица новый герой, ничего про нее не могу сказать. Даже смотрел, там читал, но ничего не запомнил, потому что количество героев, оно уже просто настолько велико, что вот, про всех все и не упомнишь. Естественно, я бы про нее хоть что-то дознал, если бы она у меня была открыта, я бы за нее там пару раз хотя бы поиграл, но говорят, что она неплохая, то есть она там сама по себе такая самостоятельная боевая единица, и ведет она себя достаточно неплохо. Эгон Шпенглер, он вскружил головы многим игрокам, которым довелось его открыть на начальных этапах игры. Скорее всего, потом со временем он у нас уйдет вниз. Я думаю, до плохо он не дойдет, но окажется вот где-то вот здесь вот в серединке он будет. Вот. И у многих он показывает хорошие результаты только потому, что нет никакой альтернативы. То есть он много урона дает и в обычных, и в сложных главах. Кошмар, не знаю, кто-то доходил до того, чтобы играть за Эгона в Кошмаре. Мне кажется, были, да, такие ребята, но в любом случае это не самый лучший вариант. Это вот что-то на уровне орка. Не в плане там характеристик и статистики, нет, это вот в плане одурманивания людей, скажем так. То есть вот если орк у нас одурманил новичков, и они думают, что сейчас он будет наваливать, и он не наваливает, потому что аккаунт не прокачан. А Эгон наоборот, он дает такую ложную надежду, и потом она рассеивается. Это вот очень хорошо было видно у нас в гильдии с одним игроком, который вот Эгон, потом такой, оп, а что-то Эгон уже и не так интересно играет. Но в любом случае говорим ему спасибо за то, что он вот пока что вот у нас именно в этой категории. Гриб это вообще непонятное существо, поэтому так вот намеренно его немножко перескочил. Гриб это, в принципе, он неплох, достаточно неплох, и многие также, вот как и с Эгоном, в него немножко так втыкаются, скажем так. Но, больше ничего про него сказать не могу, да и не хочу. Глобальное усиление у него в кузнице не самое приятное, то есть там идет прибавка к здоровью. Ну а так сам по себе он просто, он интересный. Поиграть можно, но он быстро надоедает. В принципе, это все. Так, и не забывайте, что в любом случае, если у вас есть возможность кого-то из героев открыть, вы обязательно открывайте. Не упускайте в этот момент, это нужно. Все они между собой взаимосвязаны, поэтому не упускайте. Даже если он находится в категории плохо, вот, например, шаман духов здесь в категории плохо, я считаю, что это незаслуженно, что она должна стоять как минимум средняя, а то и может быть хорошо, потому что в какой-то момент она вам может пригодиться в кошмаре. И за счет своей такой, скажем так, интересной механики игры. Вот, поэтому учитывайте этот момент, собирайте всех, кого только сможете, и играть тогда в какой-то момент вам будет комфортно, в принципе, на любом из героев, если у вас все будут друг друга дополнять. Так, а у меня на этом все. Всем большое спасибо, кто дослушал до конца. Всем пока-пока.